Всем привет, дорогие друзья! В прошлом месяце я заработал на дизайне больше $5000. Это видео прежде всего для тех, кто не понимает, как можно зарабатывать в дизайне столько денег. Собственно, по этой причине так долго не было видео на моем канале. Я не руковожу студией, не живу на проценты и не сдаю ничего в аренду. И все эти деньги непосредственно мой заработок на дизайне как специалиста. Итак, это видео о том, как можно в России на дизайне заработать минимальную зарплату сотрудника американского Макдональдса. Давайте для начала разберемся в теории, ведь многие не знают, на чем специалист может зарабатывать деньги. И несмотря на то, что это видео для дизайнеров, оно будет полезно всем. Поехали! Первый и самый простой способ зарабатывать деньги – это продавать свое рабочее время по часам. Например, сторож или консьерж получают деньги за время, проведенное на службе. Для такой работы не нужно особого образования, порог входа в профессию низкий, а желающих очень много, поэтому и оплата низкая. Более того, такие профессии очень быстро исчезают, так как их легко автоматизировать. Даже такая, на первый взгляд, творческая профессия, как создание логотипов, поддалась автоматизации. Вы, наверное, знаете, Николай Ронов – это нейросеть от студии Лебедева. Всего за 100 тысяч рублей делает логотипы. Это закрывает потребности малого бизнеса. Но зачастую компаниям нужен не просто логотип, а человек, который будет ежедневно заниматься всем дизайнерским. И швец, и жнец, и на дуде, и грец. А на языке популярных курсов – full stack дизайнер. С одной стороны, такие вакансии пугают обилием требований. Например, работодатели не стесняются и перечисляют почти весь пакет Adobe. Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects и так далее. А также требуют и давно устаревшие программы вроде CorelDRAW и Quark Express. Тут стоит обратить внимание, что упоминание этих двух программ намекает на то, что платить будут мало. Так вот, такому специалисту придется разрабатывать все, от логотипов, фирменных стилей и сувенирной продукции до анимации, иллюстраций и лендингов. С другой стороны, от такого специалиста не ожидают каких-то невероятных результатов и платят за такую работу около 500 рублей в час или 80 тысяч рублей в месяц. Для Москвы это совсем небольшие деньги, а региональные студии платят в 2 раза меньше. И многие сейчас подумают, если так много требований и обязанностей за эти деньги, то что же требуют от более дорогих дизайнеров? На самом деле требований для них меньше, и, скажем так, уровень адекватности работодателей повыше, но к этому мы сейчас еще вернемся. Дальше. Дизайнер может продавать свой час дороже, если изучит 3D-моделирование или научится создавать так называемые продающие презентации. В Москве за это будут платить 750 рублей в час или уже 120 тысяч рублей в месяц. Это уже неплохо, но в 3 раза меньше той суммы, о которой мы сегодня говорим. Второй способ зарабатывать деньги – это продавать свои уникальные компетенции. Например, хороший специалист по 3D, который умеет делать персонажей и анимацию, достаточно уникален на рынке. На изучение 3D-программы анатомии может уйти несколько лет. Таких специалистов мало, но и вакансий мало. В основном свои уникальные компетенции продают программисты, а у дизайнеров есть буквально пара направлений. Это сложная 3D и анимация и дизайн системы. В среднем за это платят 1200 рублей в час, а это уже почти 200 тысяч рублей в месяц. Как же зарабатывать еще больше? Если мы отсортируем вакансии по зарплате на любом популярном сайте, то в топе будут очень странные диапазоны, типа от 20 до 300 тысяч. Это уже третий вариант работы – продажа результата. Можно продавать результат, и неважно, каким путем его добиваются – за счет лидерских качеств и умения мотивировать команду, за счет личных наработок или за счет связей. Один менеджер на моей прошлой работе познакомился с менеджером клиента на какой-то тусовке. Клиент был один из лидеров в производстве товаров массового спроса. Естественно, наш менеджер получил в управление все задачи этого клиента, а также нехилый такой процент от сделок. Я думаю, что теперь он вообще может не работать в этой жизни. Конечно, такие случаи большая удача. Но тем не менее, в дизайне тоже есть такие профессии, где реально получать процент от результата. Прежде всего, это продуктовый дизайн. Специалист этой профессии – это практически второй человек в компании после основателя продукта. Ему никто не говорит, что делать, и он сам ищет варианты, как улучшить продукт, выдвигает гипотезы и проводит исследования. Конечно, его часто мотивируют процентом от дохода или акциями компании.
Ну и последний вариант заработка – это продавать свою ответственность. Классический пример – это директор атомной электростанции или тренер сборной по футболу. Странно, конечно, ставить их в один ряд, но в наших реалиях тренер сборной получает в десятки раз больше, чем любой директор. Дизайнеры не продают свою ответственность, в глобальном смысле. Теперь, когда мы знаем, что может продавать специалист, вернемся к началу. Как же зарабатывать $5000 в месяц? На бирже столько нереально заработать. Есть, правда, пара исключений. Например, Бычкову удалось заработать 5000, но он уникален, он на первом месте среди всех дизайнеров веб-лансера. Первый из 50 тысяч дизайнеров. Конечно, можно попробовать устроиться на продуктового дизайнера, но несмотря на то, что есть даже курсы, продуктовый дизайн с нуля – это профессия, скорее следующая ступень развития обычного UX-дизайнера, когда он перешел на сторону клиента. Ну и всего около $3000 платят. Хорошо зарабатывают только фрилансеры, и сейчас я объясню, чем отличается фриланс от простой работы на бирже. Во-первых, надо оформить свою профессию официально, стать индивидуальным предпринимателем. И как иронично заметил миллиардер Рыбаков, если рыбы нет в одном месте, сматывайте удочки и переходите туда, где рыба есть. А у кого есть рыба? Явно не у мелких заказчиков с биржи. Смотрю сейчас Fail.ru. Задача – доделать проект на фигме, сделать в нем новую страницу. 3000 рублей. Крупная компания за одну страничку сайта может заплатить 50 тысяч рублей и больше, причем закажет сразу несколько. Конечно, страница за 50 тысяч будет сложнее страницы за 3000, но не в 15 раз. Вообще, цена за дизайн не связана напрямую со сложностью дизайна, мы об этом еще поговорим. Но для начала запомните, для того, чтобы работать на крупной компании, надо быть ИП. Надо уметь оформлять договоры, акты, счета и самостоятельно платить налоги. В России есть еще такая странная штука, как самозанятые. Не рекомендую. Многие компании не умеют с ними правильно работать и оформлять документы. Если есть возможность, регистрируйтесь как ИП. Дальше. Почему крупные компании платят больше? Это не потому, что у них больше денег. Просто эти компании покупают не только дизайн, но еще и уникальные компетенции и ответственность. Они готовы много платить надежному специалисту, который сделает дизайн с нужным, заранее понятным качеством и не пропадет в самый ответственный момент. То есть фрилансер продает не только дизайн, а сервис. Это, наверное, самый большой минус для дизайнера. Именно поэтому мое путешествие отложилось. Я хотел доехать из Москвы до гор, а в итоге доехал только до Краснодара. И сижу тут уже безвылазно почти 2 месяца. Изначальная задача может вырасти в несколько раз, разумеется, вместе с оплатой, но это ломает все планы. Дальше. Как выглядит дорогая задача по дизайну? Никто не просит вас завоевывать дизайнерские премии, спасать мир или говорить новое слово в дизайне. Дорогая задача обычно несложная и не требует каких-то невероятных знаний. Дорогая задача срочная и непонятная. Вот 2 ее основных критерия. Сроки сгорели, а четкого ТЗ до сих пор нет. Например, классика жанра. Просят нарисовать картинку 1000 на 600 пикселей. Клиент высылает референс, то есть пример, что он хочет видеть на этой картинке. Это упаковка, имиджевые картинки, слоганы и много текста. Я сразу проверяю, для чего нужна эта картинка. Оказывается, что это небольшой баннер на телефоне с двойным разрешением. Я радикально сокращаю контент, который должен присутствовать на этой картинке, и показываю, как это будет выглядеть на телефоне, чтобы не возникало лишних вопросов. Такой ответственный подход к задаче стоит дорого. Ну, конечно, за одну задачу 370 тысяч рублей вам не заплатят, поэтому приходится брать все: и сайты, и баннеры, и непонятные картинки. И таких задач в месяц надо сделать несколько. Кстати, длительность задачи тоже не зависит от цены. У меня есть проекты на 100 тысяч, которые тлеют несколько месяцев, а есть те, которые я сделал за пару дней. Так вот, для того, чтобы делать несколько проектов параллельно, очень важно планировать свою работу. Когда к вам поступает первая задача, кажется, что планирование – это лишняя трата времени. Но, как я уже говорил, дорогие задачи внезапны, и когда начнется их поток, планировать будет уже поздно. Поэтому привыкайте сразу выписывать важные моменты. Имя и контактную информацию клиента, срок, когда надо показать первый результат и общий дедлайн по задаче. Комментарии тоже все выписывайте. Если с одним клиентом у вас начнется вторая задача, все комментарии в мессенджере перепутаются.
Для меня лучшая программа для планирования — Notion. Даже в бесплатной версии есть таймлайны, они же диаграммы Ганта, чтобы быстро определить, в какой момент задачи запараллелятся и начнется огонь. Там же есть канбан-доски для удобного выставления статусов. Ну и самое главное, можно расшарить отдельные страницы другим пользователям с возможностью редактирования. Это очень удобно. Я перемещаю задачу в «Выполнено», и мой бухгалтер сразу видит, когда пора выставлять счет. И теперь самый главный вопрос. Как эти дорогие задачи найти? Большинство начинающих дизайнеров делают ошибку. Они выставляют свои учебные работы на Behance и пытаются привлечь на них просмотры и лайки, ожидая, что их заметят заказчики. Этот подход неправильный. Действовать надо как индивидуальный предприниматель. Рассылайте свое коммерческое предложение, где портфолио только небольшая его часть. Коммерческое предложение – это прежде всего фокус на пользе для клиента. Вы решаете его проблемы или в терминологии UX-дизайна боли. Вначале эти боли надо найти. Например, креативным агентствам очень больно, когда клиент до предела вносит правки, а на следующий день работу уже надо отдавать в типографию. И даже если у них есть штатный специалист, он все равно не будет работать ночью. Срочность – это основная боль. Или другая ситуация. Агентство получает непрофильные задачи в рамках больших проектов. Например, агентство занимается только печатной продукцией, но иногда им заказывают все полностью. И макеты в печать, и сайт. Отдельного специалиста для дизайна сайтов держать невыгодно. Определив боли, приступайте к рассылке писем, в которых прямым текстом надо объяснить, чем вы можете быть полезны. Ну и в конце про курсы. Как вы уже догадались, ни на одних курсах не расскажут, что делать, если клиент вам прислал глупое ТЗ, когда ТЗ одно, а нужно другое. Тут поможет только ваш личный опыт. Но курсы могут ускорить ваше обучение и мотивировать, так как вы уже заплатили за них деньги. И самое главное, на мой взгляд, конечно, через курсы можно познакомиться с руководителями крупных студий. Сейчас большинством курсов руководят известные на рынке дизайнеры, и они как минимум будут принимать ваш диплом. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, подписывайтесь, и мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Всем пока!